Красноперка обычно легко заглатывает, жадно. Лови ее, лови скорей. Башка сейчас вот разболелась. Так, друзья, я понял, почему у меня голова разболелась. Какие-то бутылки, обычно там масло подсолнечное, еще что-то. Попробовать поджиговать. Глубина метра 2, наверное. Опа, со дна тюкнул так прикольно. Ты куда побежал так резко? Вроде так легко шел, а потом только что поймал вот такого прямо хорошего кабанчика. Выбирай. Помню, в детстве вареный лук — это самое, что такое было ненавистное. Так, только далеко не убегай, я тебя прошу, как ты умеешь. Пойдем, тут Карлос с нами, он, если что, будет тебя искать. Пойдем, Найки. Рыбкой тебя завалю. Найки такой весь болезненный сейчас. Ой, чуть не упал. Никак он не вычухается. То там у него там за ушами, то с котами там подрался. Весь. Я его этими таблетками пичкаю, он их с таким трудом принимает. В основном выплевывает, приходится там с ним мучиться. Пойдем, Найки, вспоминай. Очень надеюсь, что здесь он вспомнит, как бы инстинкты его встряхнутся, иммунитет мобилизируется, и он опять станет таким матерым котярой, жирным, который лисицы гоняет. А то ходит сейчас как велосипед. Они нормально дружат. Найки, не уходи. Блин, он опять в свою пещеру сейчас пойдет. Ну, Найки молодец. Пошел сразу там в туалетик сходил, пометил. Миску проверил Карлоса. Никуда убегать вроде не планирует. Пойдем покажем тебе дом, Найк. Сегодня будем порядок наводить там. И завтра, и послезавтра, и послезавтра. Заходи. Найки, вот оно, твое жилище. Заходи. Давай, не бойся. Будь как дома. Вернее, ты и тут и так дома. Пойдем. Заходи. Сюда можно. Давай. Найки. Давай, заходи, котяра. Скажи, это не в городе тебе. И не в деревне даже, не в поселке. Все, давай, обнюхивайся. Сейчас я поймаю тебе рыбки. Ну что, порядок. Найк вроде быстренько адаптировался. От меня не отходит, не убегает никуда. Вот. С Карлосом они в хороших. С одной миски будут есть. Только вот пища у них немного разная. Найк у нас будет на рыбки отъедаться. Сейчас только разгружаю, сразу беру удочку и ловлю тебе красноперку. Плотву сложнее сейчас найти, Найки, извиняй. Но будет чуть позже. Кстати, плотву хотелось бы засолить. Хотя, возможно, придется и красноперку тоже солить. Обещал показать, как я солю рыбу. Ну, там ничего такого необычного. Я думаю, что как все, ну, так расскажу вкратце. Взял с собой и вот эту сушку для рыбы. Не вот эту, вот такую раскладную. Опа. А это переноска для Найка. Ну, в ней он вообще не хотел сидеть. Там начинал ее грызть, когтями разрывать. В общем, так ему проще. Не знаю, на всякий случай взял. Думаю, когда назад будем возвращаться, чтобы он не сбежал, придется его оформить сюда на какое-то время, пока я лодку загружу. Вот он как быстро вспомнил тут все. Быстренько пробежался, обнюхал, где-то пометил. И уже такой, как дома просто тут. Моментально вспомнил. Хотя уже его не было здесь 5 лет, как минимум. Вещей, конечно, набрал очень много. Но я, если чего-нибудь не забуду. Вот, но еще неизвестно, что именно я забыл. Вернее, мне уже известно, это сначала я выехал со двора без лодки на крыше. Ну, просто без лодки. Мотор, там все есть, бак, бензин, а лодки нету. Но это я быстро вспомнил, сразу заехал назад.
грузил. Потом, когда я уже отчалил от берега, уже вышел на глиссер, мне племянник помог лодку сплавить на воду. Спасибо тебе, Ваня. Вот. И я понимаю, что я не взял пилу. Аккумуляторов набрал целую сумку, а пилы нету. И я ж позвонил, ему пришлось сбегать за пилой. Вот. Принес. И я вот второй раз отчалил. Надеюсь, уже все на месте, ничего не забыто. Ладно, в общем, разгружаюсь, а дальше включимся. Так, вещи пока переносить не буду. Сразу беру лопату, иду искать какого-то червячка, чтобы моментально быстро поймать найку рыбки. Сразу подброшу сухарики, чтобы рыбка выходила из камышей. А вот там я вижу, уже стоит красноперочка. Я не брал ни опарыша, ни какие-то другие быстрые наживки, что можно сразу нацепить. Поэтому сейчас попытаюсь найти червячка. А вообще ловить буду, как обычно, на перловку или на горох. Сейчас, Найки, потерпи, 5 минут, все будет, как обещал. Он не хотел ехать, тяжело переносит эти вот поездки на машине, на лодке, особенно на лодке, он от мотора этого звука забивается в угол, прячется. Вот, ну, смотрю, вроде бы быстро он оклемался, все в порядке. Никуда не забежал, на дерево не залез. Так, 2 минуты, и рыба будет. Пойдем, Найки, прогуляемся вместе, пойдем. Догоняй. Так, а может вот здесь под бревнышком. Ух, что оно такое тяжелое. А может быть под этим. Блин. То тяжелое, а это вообще как пушинка. Все изъеденное короедом, пустое уже. Сейчас все будет. Червячка нашел. И красноперочка уже на сухарике подплыла. Сейчас разматываю спиннинг, и будет рыба. С прошлого раза готова оснастка с поплопопером, ну таким самодельным. Сейчас наживляю червячка и ловлю красноперку Найку. О, схватила. Найки, ты готов принимать пищу? Ай, сошла, сорвалась Найкос. Сейчас будет, сейчас. Они уже знают, что где этот поплавок, там вкуснятина какая-то. Не боятся вообще поплавка. Проглотила? Да что такое? Они червяков не любят, наверное. Карлос, ты опять на свое гнездо высиживать будешь кого-то. Кругом плещется, прыгает рыба. А я поймать не могу уже 5 минут. Ну вот. Красноперка обычно легко заглатывает, жадно. А тут Найки. Подходит такая тебе? Найки. Лови ее скорее. Давай, ты охотник или кто себе? А ты ожидаешь. Так, Найк, мы с тобой так не выздоровеем. Давай, наяривай, тебе надо хорошенько кушать. Найки распробовала рыбку. Я, видите, со всеми вещей стока набрал. И даже вот тонометр я и так часто с собой беру. Башка сейчас вот разболелась. Я не пойму, в связи с чем. То ли давление упало, и кровь там не поступает в мозг, то ли наоборот сильно поднялась. Не, как раз нормально. 132/80. Пульс 73. Все вроде бы ничего, чего башка болит, непонятно. У меня наоборот, ну как не наоборот, вот в таких местах, где свежий воздух, природа, красота, давление понижается на несколько десятков пунктов, даже без таблеток. А иногда я переживаю, что я и таблетку выпил, и так расслабился, мне здесь хорошо, чтобы не было перебора, чтобы низко сильно не упало.
Не могу понять, с чего начать, чем заняться. Наверное, буду все вытягивать из домика и подровняю пол. Все кровати. Ну, кровать вторую не буду вытягивать, но из-под нее там весь хлам повытягиваю. Наги, что ты там увидел? Рыбку будешь? Мне надо, чтобы ты пару килограмм набрал за нашу поездку. Чуешь? Сейчас. Аккуратно. На дальний кордон попробуем забросить. Ой-ой-ой, повесил на веточку, блин. Вот Семен Семеновича. Нужно будет спилить эти сухие ветки. Забросил. Ветерком дунуло чуть-чуть. И хотел туда прямо к рыбе бросить. Бросил на дерево, к птичкам. Так, сейчас буду как-то сдергивать. Так, Найки. Что ты говоришь? Ух, рыбачок мне достался, говоришь, да? Ну да. Так, надо маятником раскачать, попытаться сбросить. Опа. Получилось. Так, Найки, сейчас будет. Нацепил я свеженького червячка. Ну да ладно. Так. О, теперь не повесил. Ладно, заброшу, может она сама найдет. О, стой, ты посмотри. Прямо тут одна всплыла, съела жука какого-то и убежала. Так, забросим под камышек, пусть там плавает. О, отлично. Сейчас только вот поведет, когда... О, повела. Будешь такое? Будешь, смотрю. Лови ее, лови скорей. По чуть-чуть будем. Каждые полчаса по рыбке. Карл, а тебе размораживается. Я же достал твою. Будешь сегодня с сырым мясом питаться. Оттает и сразу будешь. Сейчас одну тебе достану. Пусть на солнышке быстрее растает. Так, друзья, я понял, почему у меня голова разболелась. Я уже несколько раз заходил в домик. Что-то там окинул взглядом, вроде все в порядке, все как обычно. И только там где-то на третий раз я заметил, вот, что какие-то бутылки, обычно там масло подсолнечное, еще что-то, стоят, ну, как-то незнакомые мне. Алазанская долина, а вот вискарик. Догадываюсь, кто это оставил. Спасибо, конечно. У меня уже заранее начала голова болеть. Вот, хотя сегодня точно не буду. У меня сегодня последний день я на обезболах. Так, более-менее вроде. Да, вещичек, конечно, у меня сегодня. Ого-го. Чего здесь только нету. А чего только нету у меня от комаров. Что, Найки, порядок или еще рыбку? Говори. Рыбку, да? Ну, сейчас. Как раз они вот прибежали сюда. Пока здесь. Так, давай вместе ловить, ака. Будем вместе ловить рыбу. Рыбу будешь кушать? Ты иногда любишь куснуть? Сейчас. О, куда ж, конечно, заревновал Карлсончик. Найки погладили, а его нет. Тебя тоже поглажу. Все. Так. Опа. Блин. Ох, и рыбачок. Как так я мог так далеко перекинуть? Ничего не понял. Тихо. Видишь, у меня это, Найк, птичка клюнула, а не рыбка. Не рыболов, а птицелов. Ладно, у тебя вроде 2 рыбки есть в животе. Переделаю я на спиннинг. Попробую половить красноперку на силикон мелкий. Может быть, на вращалочке. Ну или окуня. Я знаю, окуня ты еще меньше любишь, но не могу сорвать.
Вот, кстати, совет для новичков в рыбалке. Если так случилось, что вы забросили где-то на ветку на какую-то и не можете вытащить вместе со оснасткой, то чтобы не спешите подтягивать ее туда в самый верх, потому что там воблер или какая-то другая оснастка застрянет и придется оборвать, и она, скорее всего, там на ветке останется. Сделайте так, чтобы можно было ее, если до нее еще можно дотянуться, то лучше взять, отрезать, и плетенка свободно уйдет из ветки, а потом заново привязать. И так вы оставите свою снасть целой. Крупноватая, конечно, приманка для красноперки, но может окунек возьмет. Попробую побросать. Я переоделся, чтобы можно было, если что, зайти подальше. Вроде тюкает, но небольшой окунь или небольшая красноперка нормально не может проглотить ее. Да. Окунь будет хорошо клевать вечерком, поэтому я вечером на лодке выйду туда за траву и попробую половить окуня. 100 лет уже не бросал спиннинг, не ловил окуня. Найки вроде перекусил, хотя я понимаю, не против еще рыбки. Раньше он мог вообще там штук 7-8 запросто таких хороших плотвичек за раз. Ну, так, не то чтобы запросто, но бывало такое. Он такой был покрупнее. В общем, вот, как бы не хотелось походить, поискать окуня или другого хищника со спиннингом, займусь я пока выборкой грунта. Немножечко спланирую, подровняю в доме пол, чтобы в прошлый раз я нарезал такие блинчики из бревен, сантиметров по 5 толщиной, и из них буду укладывать пол. И вот сейчас один угол, который самый высокий, я уберу от лишних там вещей, все оттуда расчищу и буду снимать грунт, чтобы пол был более-менее ровный. Так, ведерко нужно освободить, чтобы выносить грунт. Может, даже сегодня приготовлю что-нибудь с картохой. Я даже знаю, что. Я еще не завтракал, в принципе, есть охота. Но можно и потерпеть. Вечером выйду на окуня, если наловлю окуня, сварю уху. Так, стол пока двигать не буду. Наверное, вот этот вот кусочек освобожу. Кстати, здесь особо-то и не буду углубляться. Во-первых, потому что как бы вот эти вот бревна, ну, можно сказать, фундамент этого домика. Не хочется под них подкапываться. Просто вот этот угол самый высокий. Подровняю, спланирую. Здесь же, хотя, хотел сказать, здесь будет кровать, лежак. У меня там появились мысли здесь сделать такую откидную, без ножек, просто откидную лежаночку. А вот эту вторую лежанку есть мысль сделать из нее такую полуторную, переделать, ну, когда-нибудь возможно. Почему? Это не из-за того, что я там надумал жениться и жить здесь в лесу. Просто я люблю дома, ну, так, по диагональке улечься, и чтобы мне проще было там перекатываться с боку на бок, ну, потому что постоянно вот эти вот с поясницей, со спиной проблемы. В общем, смысл такой, что сделать ее полуторной, чуть-чуть увеличить сантиметров на 20, было бы очень удобно. Тут столик и 2 табурета в виде бревнышек таких пузатеньких, чтобы можно было присесть за столом зимой или там в плохую погоду поесть или там, не знаю, в домино поиграть, например. А вот эту вот откидную сделать без ножек, а вот именно вот эти вот бревнышки, пенечки, табуреточки просто подставить, и получится еще одно спальное место. И в крайнем случае, если здесь можно улечься и вдвоем, в принципе, на такой расширенной полуторной кровати, и плюс еще одно место там уже можно будет как-то здесь втроем. Так, повыносил все лишнее.
Сейчас еще вот, ну, может быть, не буду выносить, просто их к печке сдвину, эти блинчики. И вот этот угол я хочу немножечко подровнять. Все еще не пойму, делать пол, укладывать их на глину или так на просто на землю. На глине можно будет, если на раствор, то как-то более ровно их выставить, как плиточку. Тут может даже и не придется землю эту выносить. Ее надо бы просто распланировать. Просто вот это самый высокий угол. Как бы не сильно хочется, чтобы бревна эти были так сильно подкопаны. Далеко выносить не буду. Может, эта земля пригодится для будущего огорода. Так, вот что у нас получается. Глубже не могу вкапываться здесь, потому что очень много крупных корней. Не хочется сильно травмировать дерево, вырубывать их. Совсем не лень, это и не так уж и сложно. Вот один большой, вот здесь еще один. Просто жалко деревья портить. В общем, я вот так на нет буду сходить. Здесь сама вот эта площадочка будет ровная. Корни я обойду более тонкими блинчиками. Но в принципе на сегодня основная задача немного благоустроить, наладить быт. Я привез... О, Найки пришел. Чего ты? Опять пора уже, да? Прошло полчаса? Сейчас иду, я понял. Обещал, значит будет. Говорит, пора уже. Найки, со стола брысь. Быстро со стола. Это не кровать. Давай, давай, давай. Я сказал, сошел со стола, нельзя тут сидеть. Привез эти шторочки сюда. Покрывало там. Животным тоже нужно обустроить место. Будет пробная тестовая укладка пола. Посмотрю, как оно себя будет вести. А дальше уже видно будет. Найки, ты что, огорчился? Обиделся, что ли? Будет тебе, как обещал, каждые полчаса еда. Пойдем, это тоже нормально. Тебе надо не только рыбу есть, а то меня зрители в комментариях заклюют, что эти одной рыбой. Да, это нормально тебе будет тоже. О! На. Найки молодец. Аппетит прямо проснулся на природе у него. Надеюсь, он поправится и наберет свою былую форму. Что-то только Карлос непонятно спит там в домике. Обычно он бы уже отобрал. Не, хотя они так лояльно друг к другу, как ни странно. Не как кот с собакой. Карлос, когда видит, что он больной, он ему всегда оставляет поесть или дает первому поесть. Потом подходит, доедает. И Найк тоже так нормально к нему относится. Не дает тумаков. А то этот может и собаке надавать. Увидел, что Найки кушает, видите, и не побежал, не забрал. Потому что боится. Найки, а ты чего Карлоса не зовешь? Сказал бы уже, что поел. Пусть тоже хряпнет чуть-чуть. Пойдем, Карлос. То Найк что-то
Что-то это зажал тебя. Иди ешь. Бери. Так, не жлобись. У тебя еще рыбы полная речка. Почищу кострище. Разведу сразу огонь. Пусть какие-нибудь крупные чурочки. Горят очень много вот этих вот поваленных деревьев, которые уже гниют. Пусть лучше дымят и комариков отпугивают. Класс. Поели, можно и поспать. Ты что, у меня научился? Здесь небольшое такое поддувальце, чтобы разгоралось хорошенько. Значит, вот такая у тебя, да, должна быть мисочка. Это только для водички. Представляю, какая для еды. Костерок разгорается. Дело к вечеру. Пойду проверю, как там окунь себя будет вести. Найки, скоро буду. Карлоса не обижай. Начнем с ближней дистанции. На лодке, конечно, проще было найти рыбку. Неохота тягать. Тяжелая она. Одна лодка 65 килограмм. Плюс движок, бензин. Короче, я уж лучше так, вплавь. Ух ты! Прямо на падении такая поклевка. И, наверное, или красноперка, я не знаю. Так тюдюхнула, но не засеклась. Конечно, какой-то профессионал, который вот это на микроджиг умеет ловить, он бы здесь моментально наловил. Здесь некрупной рыбки полно. А я поэтому совсем не специализируюсь по этим микроджигам. У меня один спиннинг на все случаи жизни. Такой твичинговый. Я им пытаюсь и судака ловить. Хотя, конечно, не та палка. Но для щуки меня устраивает. С лодки вообще. Да и из берега пойдет. Хоть и коротенький, но... Есть предположение, что я сегодня без ухи. Надо хотя бы найков поймать. Ну что, наверное, без лодки все-таки не обойтись. Придется стягивать. Потому что найк этого не поймет. Я ее сильно и не затягивал, оказывается. Легко было столкнуть. Я так думал, что я ее на берег вытащил прям. Далеко отходить не буду, просто интересно, где он находится, окунек. За травой, за камышом или на глубине. Начну вот прямо за камышом. Мне вот интересно, раньше здесь щуки, ну, не знаю, редко очень попадалось, практически мне лично вообще ни разу не попадалось. Вот, если жерлицы стояли, ну, скорее судак клюнет, чем щука. Вот. Ну, так, очень редкий. А вот с появлением этого камыша, мне интересно, щука здесь теперь же тоже может находиться. Есть место для засады, как сказать, окошки в камыше. Вот если где-то привязался рядышком, а туда в окошко, я думаю, поискать какого-то карасика там можно запросто. И вроде бы и травы там нету. Вдоль камыша, вот так вот, если параллельно камышу, под ним практически вообще нет травы. Вот целый ковер травы, а вот здесь такое получается, как канал такой без травы. Интересно, почему так? И мне кажется, что здесь вполне даже перспективно можно половить. Скрипят так уключены. Если взять, полить их водой, то они перестанут скрипеть. Вот теперь только одна скрипит. Ух ты, есть.
Вот чуть дальше бросил от травы. Маленький, конечно, но первый. Главное, чтобы понять, где они находятся. Тихо-тихо. Вот он. Тихо. Попробовать поджиговать. Тут глубина метра 2, наверное. Опа! Со дна тюкнул, так прикольно. Я так и джиговать научусь. Я уж подумал, даже судачок, не окунек. Кто умеет профессионально ловить на джиг, подсказывайте, какие проводки, что я не так делаю. Я вообще, в общем-то, не умею ловить. Только вот это два оборота падения, и вот, собственно, и все мои познания в этом. Ага, меня ветерком оттянуло далеко от травы. Попробую бросать туда, к траве, а сюда стягивать на глубину. Понять примерно, на каком месте будет он отзываться будет. И стать на той линии и уже кидать вдоль. Опа. О, и второй его догоняет. А ты шо? Поклевка за поклевкой. Она вот падает на дно, оно тюк-тюк-тюк. Ух ты! Покажи, блин, сошел. Похоже, неплохой. Ну, догнал какой-то, не знаю, он же не он, но бил изначально так тяжеленький был. Вот это тоже такой уже, наверное, самый большой из этих. Главное найти, понять, где он держится. Остальное дело техники. Там уже можно и потренироваться во всяких видах ловли. Можно, у меня есть небольшие вращалки, вертушки, вот эти блесенки. Можно было и на них попробовать. Но если клюет на силикон, то лучше на силикон. Там один крючочек проще вытягивать, чем с тройника вертушки. Оба. Все примерно одинаковые. Клюет буквально на каждом забросе. И по нескольку раз садятся. Просто класс. За ним целая стая, их там десятка-полтора вылазят вместе с окунем этим. Уже поймал десяток. Я даже не знаю, что и... В принципе, хватит уже нам с найком. И на уху, и найку. Но я же обещал показать, как засолить рыбу. А окунь — это вкусная таранка. Я раньше даже не думал, что окуня солить. Вообще это так, рыба такая, знаете. И кошки не сильно любят, потому что чешуя такая твердая, броня у него. И хозяйки не любят чистить. Ее очень сложно почистить. Вот. А потом я просто научился уху варить. Я его не чищу от чешуи. А таранка тоже чистить не нужно. Есть еще виды, как их разделывают. Такие делают филешки. Так. Ветерком все время относят от определенной точки. Там, где клюет очень хорошо. Приходится подплывать. Я уже примерно ориентиры взял, сколько расстояние от травы и от баклажки. Примерно посередине. И здесь лучше всего окунь берет. Вот он очередной. Вот если замешкался, долго отцеплял, стайка может отойти. Вот этот азарт у них проходит. И они разбегаются, понимают, что что-то неладное здесь. Может, недалеко ушли. Так, вот. Снова нашлись. Ты куда побежал так резко? Вроде так легко шел, а потом... О, со стайкой пришел.
Так, ждите, сейчас я быстро, не убегайте. Ну да, их было всего там 2-3 штуки преследовало. А когда большая стая, конечно, тогда можно в отвес ее хорошо половить. Не могу я сдержать свой азарт, хочется ловить и ловить. Только что поймал вот такого прямо хорошего кабанчика. Вот. И следом за ним стая таких же, а может и крупнее, тут и начали ловиться вот так вот в отвес. И вот на втором оборвал мне приманочку. Блин. И главное, вот не развязалась, а просто со временем порвалась. Ну, леска здесь небольшая, это тоже, что я на леща ловил. Это никакой не флюрокарбон, просто привязал 0,14 или 0,15 леска. Ну, короче, привык, что они так прямо вылетают, а тут сел хороший такой. Ладно, хватит. Я, конечно, на такой клев сомневаюсь, что в скором времени попаду. Хотя посмотрим. Завтра попробую в такое же время выйти, в тех же местах половить. Этой рыбы хватит мне на головой и на таранку, и на все, что хочешь. Тут уже нам неделю с найком есть. Ну, таранки сделаю. Я же взял эту сетку большую. Можно там. Хотя, ну, не сказать, что тут прямо их там очень много. Ну, килограмма 3-4, наверное, уже поймал. Так, за полчаса. Удовольствие, конечно, примерно такой же тазик. Даже больше. Шикарный просто клев. Хороший окунь, не откровенная мелочевочка, а нормальный такой. Да. Раньше я бы не смог остановиться на этом. Ловил бы, пока мешки не закончились, потом бы раздавал всем друзьям, знакомым. Сейчас, хотя если бы приманку не оторвал, я бы, наверное, еще поймал бы с десяточку. Ну так, чтобы на полную сушку эту. Но ничего, лучше завтра проверю. Интересно все-таки, будут ли они завтра в то же время на том же месте. И, кстати, вот поближе, прямо вот возле поплавка своего, вот это я-то выманил эту стайку, бросал к берегу. Они подошли, ну, один поймался на полпути, и за ним прямо целая огромная стая пришла, вот таких всех крупненьких. И я вот это одного вытащил. А, нет, того, что вытащил, он не сильно крупный был, а потом в отвес бросаю, вот этот здоровый клюнул. Только снял, опять бросаю моментально, опять еще сильнее, и чик, и обрыв. Вот можно попасть прямо на стайку таких солидных окунечков. Интересно увидеть реакцию Найка на тазик окуней. Он-то их не особо любит, но после ухи будет. Я ее не буду сильно специй много добавлять. Буду к себе в тарелку добавлять. Карлос не скулит, когда с Найком. Не скучно ему. Когда я сам отхожу на рыбалку, он один остается и начинает и выть, и скулить. Ну, выть в основном. Найк, чего не встречаешь? Я ж с уловом. О, целый тазик. Выбирай. Бери какого-нибудь. Не понял. Что, колючее, не то? Не наглеть. Так, ну самого жирного-то не надо трогать. Ты что, не веришь своему счастью? А, вот это тоже не дергается. На, ешь. Что, и тут не подходит? Так. Ладно, буду уху варить. Так, Найк, не мучайся. Сейчас я сварю. Тут ты больной. Не можешь их твердых погрызть. Так, а что у меня с костерком случилось? Что это он потух? Давай-ка. Что пришел? Тут, смотри, усы спали всеми. Разгорелась. Питьевую воду
в уху лить не буду. Я такую воду только для питья. А если какой-то там чай или уха, ну, если она будет кипятиться, то я буду с реки брать. Штук 7 окуньков я бросил в уху. Ну так, чтобы и юшечка была тоже. А то когда-то я варил такую, что одна рыба потом остывает, и оно в желе застывает. Такой как холодец рыбный. Ну а остальных на засолку. Вообще тут ничего я не знаю, что рассказать. Ну чем больше соли, тем лучше. То есть он как бы лишнюю не возьмет. Вот. А когда жарко, намного меньше шансов, что рыба пропадет. Вот. Ну и опять же, паразиты какие-то. Так, ну этого хватит, я думаю. Ладно, пока оставлю. Так, самую крупную вниз. В крупную можно в жабры и в рот соль, что рыба начинает портиться с жабер. Все, снизу небольшой слой. Вот. Каждый слой пересыпаем так. Я же говорю, если нету дефицита соли, то есть вот как в таких местах сюда ж много соли там не дотащишься, то можно пересыпать их хорошенечко. Потом просто они вымачиваются. Примерная формула такая. Сколько дней просолил их, сколько дней в соли, столько часов вымачиваешь. Такую вот некрупную рыбку. Хотя у нее, ну как бы, чешуя такая плотная, может она тяжелее будет просаливаться. Обычно плотву или красноперку я держу пару дней, она отлично просаливается. Вот. Потом 2 часа вымочил, пару раз там воду заменил. И вывешиваем сушиться. Ну, окуня посолю, может быть 3 дня, 3 суток. Так, ну и желательно гнет положить, какой-то груз. Сначала какую-то дощечку нужно. Но у меня здесь этого всего нету. Хотя есть там круглая дощечка, но она так сюда, наверное, не поместится. Можно несколько палок или что-нибудь сюда отрезать и сверху чем-то тяжелым бревнышком придавить, чтобы они быстрее выпустили воду, пустили сок. И, ну, соль вытягивает из рыбы воду, и, соответственно, она из-за этого не гниет и не портится. И чем быстрее из нее выйдет вся влага, тем лучше. Маленькие окоречки, что тяжело спуститься, да? Окунечки медленно томятся, чтобы не развалились, не разварились. Туда же картошку, морковку, лук, лавровый листик, душистый перец, посолить, поперчить. И уха готова. Я обычно все одновременно бросаю. Окуней, картошку, морковку, лук. Все вот так вот не нарезая. Вы уже 100 раз видели, но кто не видел, рассказываю. Чтобы потом мне было проще вытянуть оттуда картошинку, морковки кусочек, там лук, кто любит. Все, а рыбу я не люблю разбирать, эти мелкие косточки выбирать. Это не та рыба. Но навар получается замечательный. Не нарыбачился я, конечно, сегодня. Такой клев. Я так рано ушел. Но дело такое. Обычно, когда компанией приезжаем, там, я там тогда могу заниматься рыбалкой, например, а кто-то там кухней и остальными какими-то делами по лагерю. Ну, а меня часто отправляют на рыбалку, так как, ну, получается у меня, в принципе, если что, если захотеть. Так.
шелуха. Все ингредиенты на месте. Сейчас делаем маленький-маленький огонь. Пусть доходит. Я же чуть не забыл. Я же обещал комарикам устроить Армагеддон. Вот баночки. Так. Пару баночек. Тут должен быть крепеж какой-то. Ну так, чтобы наверняка. Найк, это они невкусные вообще. Даже вредные. Такую сделаю ударную дозу. Попробую, начну с 2 баночек. Если что, добавлю 3, если будет мало дыма. Ай, горяченькие. Прямо хорошо раздымились. Так, Карлос, текай. Все, комарики, больше не увидимся. Сами виноваты. Приправки. Я лавровый листик добавлю, думаю. Найк такое, в принципе, нормально ест с лавровым листом. А специи и соль уже себе в тарелку добавлю. Тарелку надо тарелку взять, пока там дыма не сильно много. Заходил в дом за кружкой. Там такой туман от этих спиралек. И никто уже не жужжит. И не гудит. Так что имейте в виду, в гневе я страшен. Кружка нужна для того, чтобы зачерпнуть юшки. Мне нужно напомнить, чтобы в комментариях было: возьми Аполлонник, не забудь Аполлонник. И тогда есть шанс, что я когда-нибудь его принесу сюда. Найка решил не ждать. Он знает, она еще пока остынет. Решил свеженького съесть. Да, запах слышу аж возле костра. Вот видно, дым выходит из щелей сверху. Налетят еще ночью. Но ночью у меня будет фумигатор включен. Не знаю, чем в первую очередь заняться. Может быть, действительно завтра сходить за глиной и доделать вот эти вот щели. Там их не так много. Думаю, за день запросто все можно справиться. Так, все готово. Достаем то, что кому нравится. Я вот беру картошечку, морковочку, лучок и юшечку. Ой, горячая. Найк все равно юшку, наверное, не оценит. А мне больше всего нравится. Сразу подброшу трухлявое бревнышко. Пусть дымит. Что мы сюда добавим? Лимончик добавим. Даже жопку я съем. Там больше всего витаминов в кожуре в этой. В домике вот только-только начинает просветляться. Только прогорели эти спиральки. Так, Жужа, уйди. Короче говоря, сколько я, 2,5 положил. Наверное, даже перебор. Но это такая ударная доза. Первая. Посмотрю, как они за ночь еще налетят. И вообще, подействовало ли сейчас на них. Проветрится немного. И можно, я думаю, даже одной этой диска хватит. В общем, ладно. Если все равно будут ночью доставать, то нужно будет первым делом набрать глины и заделать все щели. В общем, приятного аппетита. Найк, хорош, что ты там когти точишь? На охоту собрался? Помню, в детстве вареный лук — это самое, что такое было ненавистное. А сейчас целую луковицу вареную собираюсь съесть. Так, ладно. Вискарик там есть, но туда нельзя. Там это дым, комары, можно отравиться. Так что обойдусь. Вот забыл же вам показать поближе
Вот малюсенькие китайские, уже готовые по одной джиголовке в каждом. Ну и дополнительно, так, у меня была вот этот цвет. Она теперь снаряженных нет джиголовкой. Попробую какой-то другой цвет. В общем, пока еще есть часик у меня светового времени, пусть там оно выветривается, этот запах от спиралек. А я пока попробую еще. Может быть и в такое время будет клевать. Возьму с собой все, посмотрю на какие будет. Можно, конечно, еще взять что-нибудь, вращалки там или маленькие воблерочки есть всякие. Но не, буду осваивать именно джиг. Это столько окуни водички сюда набрызгали с тазика. Видно, что под полом есть немного. Вроде, когда шел по дороге, волны не было, особо-то ничего не забрызгивало. Откуда она здесь взялась? Наверное, клапан подтравливает. Так, сразу становлюсь на проверенную дистанцию. Такая потяжка. Он небольшой, но так он, как я не знаю кто, как щука влупил. И потянул. Вообще на первом забросе. Самый, наверное, маленький, который был. Да, вот это цвет вот такой вот понравился ему. Еще разочек. Так, попробую я туда, где крупные были. Говорят, что плохая примета, когда на первом забросе поклевка. Ух ты, куда потащил? Ты что? Как же ж он... Что ж тут такое? Ага. Во, хороший такой красавчик. Блин, ну это что-то, блин. Да, клюет, конечно, капитально. На каждом забросе садится. Разный окунь. И мелкий, и хороший попадается. О, отвалился. В общем, буду заканчивать издеваться над окунем. Хотя, конечно, он, когда вот в таких количествах размножился, он, наверное, очень сильно сокращает поголовье других рыб. Он же малька выедает в огромных количествах. Так долго шел за ней. Щипал. А, судак пришел. Ничего себе. Я теперь судачатник. Так, скорее отпускаю тебя. Так, ты же судак. Ощущается такой теплый ветер из лесу идет. Здесь у воды прохладный, а оттуда такой прямо теплый. Карлос с Найком. Найк спокойный вообще. Не так, как в первый раз, когда сюда попал. Вечно где-то гулял, куда-то бегал. А сейчас вообще довольный такой лежит. Ну, почти на 5 сантиметров, если ее поднять на бревнышко. Кстати, нужно найти какое-то круглое бревнышко без сучков. Подложить, и по нему можно закатывать и спускать лодку. Ну что вы, ребятки, спать уже хотите? Или все еще есть? Так. Ну да, запашок, конечно, есть. По-моему, я вижу комаров. Я в шоке буду, если они здесь выжили. Или он лежал, сидел там уже очманевший. Ну да, вроде не летают. Противопоказаны мне такие столы дубовые, тяжеленные. Мышка, ты тоже тут чуть-чуть отшманела, да? Где ты дай шалбан тебе дам? Так,
сильно тягать не буду, потому что все равно буду полом заниматься. Бабочка не очманила. Давай, вылетай отсюда. Да, валяется много комариков на кровати. Некоторые летают еще. Пластинки эти уже старенькие. Таку мне когда-то давал. Он занимался торговлей вот этой вот всей ерундой. Уже им много лет. Может, не сильно действует. Можно даже вот так, если вам холодно будет. Прямо. Так. Давайте, а то комары набегут. В чем дело? Куда ты его... Так, Карлос, сейчас перековеркаешь тут все. Дай сюда. На, залазь, если тебе так хочется. Залазь вот в свитер, сиди от комаров. Все, теперь ты в этом, в комбинезоне. Покрывальцев разных. Так. Все, теперь можно развешивать. Саморезов еще накрутить. Или нужно каких-то красивых веточек найти, поприкручивать, чтобы были как вешалки. А, я же... Ну, что-то не так. Матрас не занес. Ну, давай тебе вареного окунечка одного дам. Так, не лезь в кастрюлю. Пошли. Давай. О. Это же другое дело. Это ж не грызть его колючего. На солнышко его выставлял, чтобы протрях. Тут все-таки сыровато. О, уже одного комарика вижу. Видишь, мое одеяльце, покрывальце. Вот занавесочка. Где-то у меня была. А вот она. Толстая леска. Найки, давай заходи уже. Заходи. Пузо уже наел. Больше не дам тебе сегодня. А то ты мне будешь в туалет бегать. Давай заходи, пойдем. Не, туда иди к Карлосу. Чего ты вылез? Давай, давай, зови Найки. То он стесняется. Заходи. Давай, давай, Карлосу иди. Так, леска такая. Где-то 0,7-0,8 должна выдержать, по идее. Найки, ты на рыбалку? На охоту в другую сторону тебе. Я ж тебе сказал, на кровать нельзя. Давай, слазь. Слазь, слазь, слазь. Не, дружочек, извини. Давай, слазь. Так, что непонятно? Настолько четко получилось от гвоздика к гвоздику. Случайно, не замеряя. Блин, соскакивает. Сейчас не хочется отверстие делать. Так, дальше показываю. Розетка 220. Вот аккумулятор полностью заряжен. Вот фумигатор с жидкостью от комаров. Вон второй запасной, если этот будет плохо работать. Потому что, ну вот они опять. Да, наверное, залетают, я не знаю. Сейчас еще возьму новую жидкость. Ну, хотя ладно, пусть это испарится уже. Так, все, собрал, подключил. Комаров, конечно, блин, я в шоке. Опять целый рой здесь. Попробую сначала эту жидкость, более вроде свежую, потом вторую, если не будет эффекта. Ну, комары гудят, блин. Так, Найк что-то не хочет что-то с Карлосом ночевать, хотя они вполне нормально, ну, часто так вместе рядышком могли спать без проблем. И хавать тоже столько нельзя сразу. Что, дать тебе окуня еще? Пойдем, пойдем, пойдем. Держи. Ничего себе, проснулся аппетит-то.
Не, у тебя другая еда, Карлос. Так, ну что, будем укладываться. Комары гудят, их много. Ну, вроде особо не кусают пока, наверное. Фумигатор их бодрит. И им не до того. Если это не поможет, то буду направлять на себя вот этот фонарик с пропеллером. Если помните, тут есть вентилятор. Вот. Фонарик выключу, а вентилятор будет с меня их сдувать. Обычно, когда ветер, комаров не так много, потому что их задувает. Все, увидимся завтра утром. Пока-пока, спокойной ночи. Найки, ты видел тоже? Носятся там, я думал, это даже не знаю, кто это был. Там два таких суриката с длинненькими такими хвостиками рыженькие. Там прямо один на рюкзаке сидит, второй там еще. Такие шустрые. То когда-то я видел это. Есть такой зверек, лесная соня. Ну, то такая не сильно быстрая, медленная такая. А эти такие шустренькие. Прикольные зверушки, необычные мыши, а именно такие. Так, что там фумигатор? Фумигатор работает? Как? Ладно, утром расскажу.